Всем привет! Меня зовут Ксюша. В этом видео я вам покажу, как можно сделать такой травертин, используя обычную цементную шпаклевку и штукатурку. Я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. И сделала раствор из шпаклевки и штукатурки на основе цемента, смешав их один к одному. Наносить я это буду с помощью кельмы и шпателя. Делать узор щеткой 1000 линий. Берем кельму и набираем материал. Цементную смесь наносим равномерным слоем толщиной в 3-5 мм. Продолжаю заполнять верхнюю часть внахлёст с предыдущим слоем. После того, как нанесли штукатурку равномерным слоем, берем щетку 1000 линий и набивными движениями создаем рисунок. Щеткой делаем горизонтальный рисунок, располагая выбоинки в тех местах, в которых вам нравится. Можно их сделать много, можно небольшое количество, в зависимости от того, насколько хотите рельефный рисунок. После того, как мы сформировали рисунок щеткой 1000 линий, нужно подождать, пока поверхность подсохнет. Потом мы к ней вернемся, подмочим ее пульверизатором и подровняем шпателем. Обильно смачиваем всю поверхность, потом берем шпатель и приглаживаем, двигаясь в горизонтальном направлении с легким нажимом. Закончили разглаживать нашу поверхность. Теперь берем лазерный нивелир и с помощью него разметим швы между будущими плитами. Я закончила делать швы. Теперь нужно дождаться полного высыхания нашей поверхности. Поверхность высохла. Теперь придадим нашему травертину цвет. В работе я буду использовать акриловую грунтовку, концентрат 1 к 3. Ее я смешаю с водоэмульсионной краской на 30%. После того, как хорошо размешали грунтовку вместе с краской, берем валик и наносим на всю поверхность. Грунтовку наносите по горизонтали с направлением рисунка. Целиком всю поверхность прокрашивать не надо, достаточно прокрасить только верх. Пока грунтовка еще до конца не высохла, я нанесу второй слой.
Грунтовка нанесена. Теперь подождем ее полного высыхания. Это займет часа 2. А пока я вам покажу, что будет в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал и смотрите интересные видео про нанесение декоративной штукатурки. Поверхность у нас уже высохла. Теперь берем ту же самую грунтовку и разводим еще 2 цвета. Наносить грунтовку я буду с помощью простой губки. Коричневый цвет наношу в углубления, которые остались после щетки 1000 линий. После того, как нанесли небольшую полоску, берем тряпочку влажную и убираем излишки с верхушек. Так как поверхность у нас загрунтована, она плохо впитывает, поэтому коричневый цвет снимается легко. Теперь берем красно-коричневый цвет и наносим его параллельно предыдущему. Также заполняя хорошо углубление, слегка вдавливая в поверхность. И также тряпочкой снимаем излишки с верхушек. Я уже сделала за кадром по 2 блока с краю. Обратите внимание на переходы цвета. Где-то я хорошо растерла, где-то оставила такие более четкие полосы. То есть, например, как здесь, здесь и как вот здесь. Дальше я буду делать центральные блоки. Делаю я по одному блоку, раскрашиваю. Блоки можно делать разными. Какие-то более красные, какие-то более коричневыми. Например, вот этот блок сейчас буду делать красно-коричневый. Этот блок оставлю просто коричневым, а этот сделаю только с красными полосками. Начинаю я с краю, то есть вижу, что здесь у меня заканчивался стык коричневым цветом. Значит, следующее у меня начнется с красного. То есть, чтобы было четкое разделение не только с помощью расшивки, но и с помощью цвета. Беру красный цвет, добавляю его в полосочку сверху. И полосочку небольшую по центру. Следующий цвет красно-коричневый. Также набираю на губку и наношу с нижней части, центральную часть. Натыкивающими движениями. Дальше беру тряпку и растираю. Сначала растираю красный цвет. Двигаюсь именно по тем линиям, которые были нанесены раньше, так как они уже слегка подсохли и могут создавать пятна. То есть там нужно будет тереть сильнее, больше прилагать усилий. Растирая тряпочкой цвета, я хорошо нажимаю на ровную поверхность, сильно нажимаю на тряпку. Там, где есть углубление, там я нажимаю на тряпочку слегка, чтобы излишки из глубины не вытереть. Излишки тряпкой оттираются легко, так как предыдущая грунтовка была нанесена в 2 слоя, потому она создает такой хороший изолирующий слой, по которому потом все это хорошо растирается. Теперь делаем нижний блок. Его я делать буду только одним цветом, серо-коричневым. Также с помощью губки добавляю на места углублений. Потом тряпкой хорошо растираю. Аналогичным образом, надавливая
посильнее на гладкие участки и слегка надавливая в места, где есть углубления. Хорошо растушевываю коричневый цвет, так как он здесь один, поэтому нужно сгладить его переходы. Я раскрасила нижний блок, он у меня преимущественно коричневого цвета. Теперь я буду раскрашивать верхний блок, он будет красно-коричневый. Беру губку и начинаю наносить в углубление. Красный сам по себе очень насыщенный, поэтому его потребуется совсем немного. Там, где углубление, нажимаю я не сильно. Там, где ровная часть, посильнее и хорошо растираю. С цветной грунтовкой я закончила. Теперь остается защитный слой. В качестве него я буду использовать акриловый лак, в который предварительно добавлю чуть-чуть бежевой краски, что использовала при первом слое. Это внешне сгладит пестроту поверхности и придаст более натуральный вид. Поэтому беру валик и наношу. И также по горизонтали наносим. Слой делаем небольшой, но равномерный. Так как лак у нас слегка колерованный, он создает небольшую дымку на поверхности и сглаживает пестроту камня. Защитный слой лака нанесен. Теперь дождемся его высыхания, отклеим скотч с краев образца и полюбуемся получившимся результатом. Отличный образец декоративной штукатурки. Техника нанесения простая, а результат получается очень достойный. Естественно, вы можете использовать любые цвета и делать нужный размер блоков. Главной задачей этого видео было показать технологию создания подобного декора из обычных цементных штукатурок или шпаклевок. Используя самые доступные и простые материалы, вы можете экономить на ремонте своего дома и создавать уникальный дизайн интерьера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я уже пошла снимать новое видео для вас.